Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Сделаем видео обзор рынка. Сделаю так для закрытого канала. Сейчас у нас на данный момент коррекция на рынке. Хоть несмотря на некие проблемы, которые у меня есть там, и несмотря на эту коррекцию, нужно все равно делать обзоры, поддержать, конечно же, свое комьюнити. Итак, биток минус 3,7%, XRP минус 6,7, эфириум минус 6,9. Многие сейчас кричат то, что у нас медвежка. Мы будем полагаться на некоторые индикаторы, которые, конечно же, показывают, медвежка это или не медвежка. И самые топовые индикаторы, которые за всю историю крипторынка не ошибались. Да, может быть такое, что в один какой-то определенный момент они сделают ошибку, и у нас будут они показывать неправду. Но мы, конечно же, будем все равно на них полагаться. В принципе, я буду ориентироваться на рынок именно в долгую. Многие криптоны заходят, они хотят, конечно же, быстро получить какие-то иксы, и это их, конечно же, из-за этого губит. Но на крипторынке нужно, чтобы что-то заработать, нужно смотреть в долгую. И фишка в том, что осталось буквально немного, 520 дней после халана биткоина, это у нас припадает на сентябрь. Осталось 6 месяцев для того, чтобы увидеть полную развязку событий на крипторынке. То, что у нас сейчас слив идет, это, ничего страшного, думаю, что нету. Нужно, конечно же, повторно оттестить, допустим, чтобы биток там оттестил нижнюю часть, где он там поставил коррекцию, допустим. Часто такое происходит, когда мы идем на ретест. Вот как было, например, у нас летом. Поставили мы донышко в диапазоне 49 тысяч долларов, потом вернулись на ретест в диапазон 52 тысячи долларов. И тогда здесь уже, конечно же, большое количество сразу стало медведей, типа мы падаем. Ретесты всегда должны быть. Сейчас аналогичная ситуация может быть на рынке, и мы, в принципе, здесь тоже можем отретестить. Мы можем, конечно, не уйти в диапазон на 76-78 тысяч долларов, но на ретест где-то там на 81-82 тысячи долларов можем даже сходить. А может даже просто-напросто на 83 500, и на этом всем дело у нас закончится. Также у нас есть некоторые индикаторы долгосрочные, которые показывают долгосрочную ситуацию на рынке. Это, конечно же, у нас индикатор P-Cycle Top. Мы его неоднократно рассматривали. Вот здесь вот то, что у нас зеленая и оранжевая скользяшки не пересекнулись, и это говорит о том, что нету пика бычьего рынка. По истории видно, что P-Cycle у нас давал сигнал всего-навсего 4 раза за всю историю бычьих циклов на биткоине, и он давал 4 четких сигнала, то, что пик был достигнут. В этом цикле мы еще не видим то, что есть пик. И вот у нас тоже на цене битка TradingView 4 точки, то, что был пик на крипторынке. Это у нас 2013 год один раз и второй раз тоже декабрь 2013 года. Также у нас 2017 год и 2021 год. Несмотря на то, что у нас, конечно же, пик был осенью 2021 года, то P-Cycle дает свой сигнал, опираясь на стохастик. И у нас стохастик был сильно перегрет в апреле 2021 года. И здесь у нас был сигнал. Пока что мы видим то, что сигнала у нас здесь нету. Я предполагаю, что цена биткоина у нас все-таки пойдет выше, чем 100 тысяч долларов. Может это будет там диапазон 150 тысяч долларов, может быть там 200 тысяч долларов. Мало ли, мы этого точно не знаем. И данный сигнал у нас, данный индикатор дает сигнал у нас всегда, когда вот эти вот скользяшки пересекаются. Здесь у нас нету пересечений этих скользяшек. Они произойдут тогда, когда у нас, по всей видимости, рост биткоина будет просто-напросто молниеносный. Этот цикл немножко отличается от циклов 17-21 года. То, что инвесторам
альткоинов не дают заработать и раскачать свои портфели на X2. Да, конечно, может кто-то там продавал в марте, перезаходил, потом в декабре, но большинство так не делали. А в 2021 году был плавный рост на альткоинах, и большинство людей продавали, покупали и раскачивали свои портфели. В этом цикле мы этого не видим. Сейчас на данный момент большинство инвесторов у нас сидит в просадке, и если ты хочешь отбиться от просадки, твоя дорога прямой наводкой идет на фьючи. Там, конечно же, ты потеряешь весь свой капитал. Тот капитал, который ты накопил, на протяжении, допустим, всего там 21 года по 25 год, ты его потеряешь за счет ликвидации на фьючах. Потому как будут ошибки, они всегда будут. Тебе придется доливать маржи, дальше последует ликвидация, ты будешь сливать весь спот, и ты там все потеряешь. На это, по всей видимости, и рассчитывает манипулятор, чтобы кошмарить инвесторов, долгосрочных держателей. Само собой, он будет кошмарить вот этим вот боковиком. И, конечно же, ликвидировать лудоманов, краткосрочников, которые хотят полудоманить, потрейдить, что-то там заработать. И все эти люди, по всей видимости, должны потерять до пика бычьего рынка. Когда будет пик бычьего рынка, это примерно, конечно же, после халвинга биткоина 520 дней. 520 дней после халвинга биткоина у нас в этом цикле. Халвинг биткоина был в апреле, и это у нас было 19, вот так вот, поставим 22, пускай будет апреля. То 520 дней после халвинга биткоина у нас припадает на сентябрь. 520 дней после халвинга биткоина, ну пускай там плюс-минус 530, цикл растягивается, это 29 сентября, конец сентября, вот примерно где заканчивается вот этот вот квадрат. Это у нас, по всей видимости, по идее должен быть пик бычьего рынка. И здесь мы можем увидеть, конечно же, движение молниеносное. Вот такое вот. В этот момент у нас, конечно же, будет пик бычьего рынка по биткоину поставлен. И все вот эти вот скользяшки на P-сайкле у нас пересекнутся. В этот момент мы видим то, что уже зеленое начинает загибаться. И по всей видимости пик где-то будет, ну, наверное, в диапазоне 150, там вот так вот, тысяч долларов. 150 тысяч долларов. Это у нас зеленое. Мы можем, в принципе, вот так вот ее продлить. Эту зеленую скользяшку. Пускай она здесь загибается, может еще вот так вот сделает она небольшую волну роста. А скользяшка у нас красная, вот здесь вот внизу. Так, это у нас цена биткоина. Давайте мы отметим цену биткоина не красным цветом, а, ну, пускай, допустим, синим поставим. Синим цена биткоина. А, допустим, вот эта вот красная скользяшка у нас тоже здесь сделает... Вот как у нас было примерно. Вот как у нас было здесь вот в 2016 году было сюда загибание. Потом у нас было загибание такое в 2020 году. Вроде бы как мы идем вниз, да. Сейчас мы тоже видим аналогичную ситуацию. Загибание вроде бы как вниз. Ну, после вот этого вот загибания... Когда у нас цена биткоина начнет расти еще импульсом вверх, с текущих это даже может быть 20-30%, и будет достаточно для того, чтобы, в принципе, у нас вот эта вот красная скользяшка выпрямилась, и вот так вот мы сделали вот здесь вот пересечение. Вот мы ее отметим красным цветом. Вот так вот, в принципе. Я думаю, что понятно. Вот у нас цена биткоина синяя. Вот у нас зеленая скользяшка, мы ее отметим зеленым цветом, а вот у нас красная. Это у нас скользяшки P-сайкла, индикатора P-сайкла. И здесь, когда у нас они будут пересекаться, по всей видимости, это может быть, не в декабре 2025 года, может это будет в сентябре, то здесь у нас должна засветиться красная точка. Вот так вот мы можем это все дело, в принципе, это вот все дело уменьшить. И здесь вот примерно на вот этом вот
на вот этой вот отметке участка времени, где-то там осенью 2025 года, у нас здесь может засветиться красная точка. Вот так вот. Мы ее отметим красным квадратиком. Вот. И здесь, по всей видимости, у нас будет пик бычьего рынка. Рост по биткоину, как раз вот этот последний импульс будет молниеносный за несколько недель. Как это, допустим, было у нас на пике, мы можем увидеть. То, что у нас здесь вот был тоже пик. Здесь был молниеносный рост на протяжении 4 недель. Просто в моменте мы выросли. И в 2017 году тоже в моменте. Все, вот это был пик. И как раз здесь может произойти тот самый альт-сезон. Может даже не будет альт-сезона, а будет движение на альте, как было в декабре и в марте 2024 года. Но я думаю, что альт-сезон у нас произойдет, потому как эфир относительно биткоина тоже у нас, по всей видимости, к этому моменту уже развернется. За 6 месяцев мы можем увидеть разворот эфириума. И эфириум относительно биткоина тоже растет очень быстро. На протяжении 4-6 недель мы можем увидеть зеленые свечи. В принципе, вот так вот. Что мы видим? То, что у нас есть индикатор хэш-риббон, который давал сигналы на покупку. Вот, по истории на данный момент с дна медвежьего цикла у нас было 4 сигнала. Конечно же, то, что хэш-риббон дает сигнал на покупку, это не означает, что, допустим, мы с текущих разворачиваемся и улетаем, потому как это долгосрочный индикатор, и он может ошибаться там с какой-то там задержкой на 1-2 недели, может быть даже и месяц, вот как это было летом. После данного сигнала мы можем еще пойти на какую-то коррекцию по биткоину, на какие-то тесты, ретесты. Но зачастую мы не обновляем дно. После того, когда у нас хэш-риббон, вот допустим, засветил сигнал, дал, у нас было дно по биткоину летом 48 тысяч долларов. После этого мы пошли на ретест, но не обновили дно. Аналогичная ситуация у нас была буквально в январе 2023 года. Дал сигнал, мы еще здесь корректировались, но не обновили дно 15500. И, наверное, по всей видимости, мы можем увидеть аналогичную ситуацию, вот как у нас было в 2020 году. У нас было дно на коронадампе поставлено. Потом загорается сигнал, тоже мы идем на какие-то коррекции и ретесты, но дно не обновляем. И аналогичная ситуация у нас была в 2019 году. Тоже у нас было дно поставлено в диапазоне 3200, дает индикатор сигнал на покупку, идем на коррекцию, на ретест, но дно мы не обновляем. Это говорит нам о том, что по всей видимости у нас уже дно было поставлено, и мы можем по всей видимости здесь только пойти на какой-то ретест. Одно у нас было поставлено здесь в диапазоне 76700. Я, в принципе, склоняюсь к тому, что здесь уже дно поставлено. Мы можем уйти на какую-то коррекцию локальную, на ретест, но не обновлять дно. Вот, 76 тысяч долларов у нас, по всей видимости, уже поставлено дно. Дальше, в дальнейшем, мы, по всей видимости, можем здесь сходить, ну, примерно вот так вот мы можем сходить на ретест, где-то там на 80 тысяч долларов, может уже даже ретест закончен, и дальше начинать расти. Потихоньку будет у нас рост. Если, конечно, у нас история повторится и индикаторы действительно у нас не сломались, самые важные индикаторы на крипторынке, и это долгосрочные индикаторы, конечно же, это P-Cycle и хэш-риббон. Это самые мощные индикаторы, которые за всю историю крипторынка никогда не ошибались. Вот. То, в принципе, можно предполагать вот такую вот картину на биткоине, что у нас произойдет. Также у нас есть временные интервалы, и временные интервалы у нас, конечно же, закончатся примерно в сентябре, конец сентября 2025 года. Вот, конец сентября 2025 года у нас, по всей видимости, будет пик бычьего рынка. Ну, пускай там у нас еще будет шум, как в 2021 году, то может быть такое, что альта еще будет даже отстреливать вплоть до декабря 2025 года. Но здесь уже, в принципе, должна быть полная развязка событий. Также давайте посмотрим эфир относительно биткоина. Сейчас он сегодня обновил, конечно же, лой свой. Открываем спот и смотрим. Эфир относительно биткоина. Мы с вами его рассматривали неоднократно, и в принципе в одном из видео я говорил, что, наверное, все-таки у нас здесь будет такое закругленное донышко
потом резкий слив и быстрый откуп, и пойдем вверх. Это у нас будет паттерн Ева и Адам. И что мы видим на данный момент? Сегодня у нас это событие как раз произошло. Мы увидели обновление лоя и идет потихоньку резкий откуп. Может быть такое, что здесь уже эфириум действительно уже поставил свое донное значение. И данный паттерн у нас довольно-таки неплохо может отработать, в принципе. Вот, мы видим то, что у нас здесь как раз по временному интервалу даже все так и совпадает. 28 марта. Если кому интересно, можете найти данное видео в YouTube. И в данном видео мы разбирали торговую пару эфириум относительно биткоина. Также давайте мы посмотрим эфир относительно биткоина на CoinMarketCap и подключим как раз эти индикаторы. Посмотрим, что у нас здесь отрисует. Давайте откроем сначала эфириум. Эфириум мы видим то, что у нас нам нужна неделька, потому как это долгосрочный индикатор. Эфириум у нас на данный момент дал сигнал на покупку. Индикатор HashRibbon дал сигнал на покупку. Вот, есть сигнал на покупку. Я предполагаю, что здесь у нас будет, по всей видимости, разворот. Также мы видим то, что на эфириуме P-Cycle Top тоже давал сигнал. Но он давал не в самом моменте, когда был пик, но приблизительно он дал 22 марта 2021 года сигнал, то что здесь уже примерно эфириум достигает своих пиковых значений. А так как эфириум это альткоин, тяжелый альткоин, ему нужно определенный период времени распределяться. И здесь уже было, короче говоря, первая наводка на то, что нужно держать руку на пульсе, то, что скоро здесь распределение закончится и мы уйдем на медвежку. Также мы видим то, что скользяшки данные у нас здесь пересекались. Вот у нас было пересечение данных скользяшек. Вот. Что мы сейчас видим? Мы видим то, что у нас на данный момент до пересечения скользяшек еще очень далеко. Здесь у нас идет все это дело наоборот. Мы видим то, что в 2025 году на пике бычьего рынка не было поставлено еще пика по эфириуму, если будем полагаться на P-Cycle Top. Но P-Cycle Top нужно рассматривать только с битком. Вот что. Там максимальное количество полезной информации. Здесь может быть шум. Мы даже видим то, что пик по эфириуму был поставлен намного позже, чем дал индикатор сигнал. Также давайте посмотрим на эфириум относительно биткоина. Что у нас эфириум относительно биткоина? Давайте наверное, на битстампе посмотрим. Вот здесь такой вот у нас паттерн. Ну, давайте мы возьмем на Coinbase. Вот. Coinbase у нас тоже 2016 года, в принципе. И здесь мы видим, что у нас здесь получается. P-Cycle нам давал сигнал только в 2017 году, но в 2021 году уже здесь не было сигнала. И по всей видимости, может быть такое, что мы и здесь не увидим сигнала на продажу. Тут уже нужно будет полагаться на свою интуицию, можно так сказать. Сейчас на данный момент у нас эфириум относительно биткоина продолжает свое падение. И мы видим здесь на данный момент, так, вот этот ромбик мы уберем, это в декабре предполагалось, что уже будет формироваться дно. И мы видим то, что на данный момент у нас, притом в декабре тоже у нас был сигнал на покупку. Мы видим то, что у нас здесь опять же сработал сигнал на покупку на недельке. По всей видимости, здесь будут, наверное, все-таки формировать дно. Уже то самое дно долгожданное. На данный момент мы видим то, что у нас донышко здесь отрисовано как донышко на биткоине в 2022 году. И я все-таки предполагаю, что здесь будет отработан у нас паттерн Ева и Адам. Это просто уже, наверное, просто кошка не ходи.
Итак, тоже мы видим, что у нас февраль индикатор на дневке засветился на покупку. Также мы видим март индикатор засветился на покупку. Но данный индикатор нужно рассматривать на недельке. И еще раз вам хочу сказать то, что индикатор нужно рассматривать только на биткоине. Это так, можно сказать, что здесь уже шум. Мы рассматриваем не точную информацию, а просто шум. В принципе, то, что у нас не пик бычьего рынка и не было альт-сезона, нам подсказывает о том, что торговая пара эфир относительно биткоина здесь, по всей видимости, только завершает свое коррекционное движение. И мы видим то, что у нас коррекция уже составляет 75%. 75%. Многие говорили то, что альт-сезон будет в мае 2024 года, когда у нас будет листинг монетки Notcoin. Но я в это сразу не верил, потому как мы неоднократно замеряли то, что у нас в мае здесь коррекция составляла всего-навсего 45%. И это ненормально для медвежки. Это ненормально. И вероятность падения дальше эфира относительно биткоина была намного больше, чем тот самое событие альт-сезона. Вот мы на данный момент, в принципе, пришли к нашим целям. И, по всей видимости, здесь будет формироваться уже дно. 75% коррекции уже составлено. Что у нас было в 2019-2020 году? Здесь у нас коррекция составила от самого пика фитиля до вот этого вот 91%. 90.88% была коррекция. Может быть такое, что на данный момент уже эфириум большой такой актив, большая на нем ликвидность, и он уже дальше может и не будет падать. А на данный момент мы будем здесь формировать уже разворот. Потому как по временному интервалу нас уже в принципе поджимают. И здесь нам уже нужно формировать разворот. И по всей видимости здесь у нас шикарно должен отработать вот этот вот шикарнейший разворотный паттерн. Также мы можем в принципе выстрельнуть, потом вернуться на ретест. А может даже и не будем возвращаться на ретест. Но я думаю, что здесь у нас отработает паттерн Ева и Адам. Как это было на биткоине в 2022 году. Вот здесь вот. Если мы посмотрим на дневке. Аналогичный у нас был паттерн, только зеркальный. Вот. Закругленное донышко, восстановление, слив, резкий слив и выстрел вверх. Вот аналогичную ситуацию они могут здесь отрисовать на эфириуме относительно битка. Вот у нас закругленное донышко, восстановление, слив и резкий выстрел. Все. В принципе, вот так вот. Вот такие вот у нас криптоэнтузиасты, расчеты и мысли по поводу крипторынка. Да, сейчас у нас настроение максимально медвежье, но нужно понимать, что рынок растет только на страхе. И страх у нас на данный момент присутствует. Рынок растет и разворачивается только на страхе. Максимальный страх. Максимальная апатия, то, что мы разворачиваемся на медвежку, мы падаем туда-сюда, но некоторые, конечно же, метрики нам говорят об иной ситуации на крипторынке. И также в подтверждению того, конечно же, альт-сезон, все говорят то, что альт-сезона не будет, мы видим то, что у нас сейчас на данный момент идет биткоин-сезон. И никакого альт-сезона, по мини быть сейчас не может быть. Но мы уже, в принципе, по альте, наверное, сделали дно. Это было у нас сентябрь, там, середина 23 года. И дальше у нас уже будет, я думаю, продолжение роста по большинству альткоинов. Да, конечно же, сейчас выходят большинство альты, многие шлаки, которые забирают ликвидность, но денежная масса у нас продолжает расти М2, и по всей видимости произойдут какие-то события, которые будут триггером для поставления пика бычьего рынка на криптовалюте. Также данный индикатор, который показывал локально альт-сезоны у нас в марте 2024 года, в декабре 2024 года, на данный момент показывает то, что у нас сейчас на данный момент здесь максимально биткоин-сезон.
максимально биткоин сезон. В принципе, вот так вот. Такие вот у меня ориентиры. Ну и дальше посмотрим, как у нас будет происходить обстоятельства на этом рынке. Это для того, чтобы мы достигли каких-то целей, нужно набраться терпения, потому как терпение и труд все перетрут. Что по поводу цикличности, мы можем увидеть то, что у нас был поставлен пик. Здесь пик у нас прошло 1477 дней. Ну, грубо говоря, 1500 дней, да? 1500 дней. Давайте-ка мы здесь посмотрим, сколько у нас прошло. 1500 дней, да? Здесь у нас прошло 1200 дней, но пускай там биток еще пошел на перехай, мы тоже можем увидеть то, что здесь у нас примерно ушло тоже 1500 дней. Давайте еще посмотрим, сколько у нас в этом цикле прошло времени. 1500 дней. Сейчас на данный момент у нас март, у нас прошло 1435 дней. Если примерно 1500 дней, это у нас будет где-то середина лета. Вот, середина лета. Может быть такое, что там пускай цикл немножко растягивается, шум какой-то, ну 1600 дней это у нас будет как раз на сентябрь месяц. Середина сентября 1600 дней. В пределах нормы еще здесь у нас сохраняется вся эта цикличность. Но если мы в принципе не увидим какого-то особо интересного движения на крипторынке до конца сентября 2025 года, то можно сказать, что здесь у нас все поломалось, вся цикличность у нас поломалась, в дальнейшем индикаторы отрабатывать не будут, и в этот рынок просто уже нет смысла инвестировать, анализировать, так как мы, допустим, видели какую-то цикличность и надеялись то, что там раз в 4 года у нас будет рынок расти. Здесь, по всей видимости, уже будет ситуация только на биткоине, как на золоте. 6 лет медвежка, 2 года бычки, 2 года медвежки, 6 лет бычки. Вот так, в принципе, такая вот неразбериха. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте, я думаю, что можно заканчивать. Буду, конечно же, поддерживать наше комьюнити. От вас требуется только лайк, подписка, комментарий, ну и максимальная активность в YouTube, допустим, вот что. И будем дальше смотреть. Набираемся терпения и посмотрим, будет ли у нас повторяться судьба на этом крипторынке, будет ли у нас продолжаться какая-то цикличность, или нас просто-напросто всех обманули в этот момент как раз. И мы зашли уже на самый пик пирамиды, и она у нас только идет к краху. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.